Приветствую вас на канале Техревизор. Ну что, присматривайтесь к механике? Обновить хотите или в первый раз попробовать? Впрочем, неважно. Я подобрал 10 лучших механических клавиатур на 2024 год. Тут вы найдете механику под любые запросы, даже самые специфические. Я отобрал как можно более разнообразные варианты, чтобы всем угодить, поэтому в рейтинге клавиатуры на разных свечах, разного форм-фактора, из разных материалов. Отличаются типом подключения, функциями и даже подсветкой. Так что парочку вариантов вы себе точно на карандаш возьмете. Для удобства разбил 10 моделей по бюджету. Все-таки это один из приоритетных критериев. Поэтому топ состоит из 3 подборок. Клавиатуры стоимостью до 5000 рублей, до 10 и до 20 тысяч рублей. В общем, постарался как мог. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Начинаю с самой бюджетной подборки клавиатур стоимостью до 5000 рублей. Здесь 3 претендента. На самом деле, ни один из них не стоит 5000, максимум 4, но 5000 указал просто для красивой цифры. Третье место занимает Acer OKW127. Цена около 2000 рублей, этим все сказано. Ну что можно ожидать от механической клавиатуры за такие деньги? По-хорошему, вообще лучше искать мембранную. Но если так горит попробовать механику впервые, без серьезных затрат, или мембранные клавы вообще не вставляют, то, конечно, Acer можно рассмотреть. Но предупреждаю, клавиатура супер громкая. В ней установлены синие переключатели OutYemu. Самые бюджетные свечи из всех возможных. Еще и кликающие. Поэтому, если вы любите по ночам играть или работать, ваши сожители могут не оценить такой цокот. К такому даже привыкать не хочется. Но если вы суровый холостяк, то никаких проблем. Тем более, что к работе свечей нет никаких претензий. Впрочем, за такую цену и претензий быть не может. Спасибо на том, что работают. Громко, звонко, специфично, с четким откликом и довольно длинным ходом. А там уж какой-то звон от нажатия или легкое ощущение песка. В общем, если не придираться, играть и работать, то норм. Сама по себе клавиатура полноразмерная, на все 104 клавиши с нампадом и полноценным рядом эфок. Если вы ищете компактные 60% варианты, то подождите немного. Пока вот такой вот вариант с колпачками из простого ABS пластика и корпуса. Хотя верхняя часть все-таки имеет металлическую вставку. Поэтому ощущается все равно приятнее, чем просто глухой черный кусок пластика за 200 рублей. Для пробы самое то. На втором месте топа Redragon Fizz. Еще один вариант для тех, кто только начинает интересоваться механикой, причем неважно для каких целей. Хоть для игр на любительском уровне, хоть для работы с текстом, хоть для офисных задач. Поэтому, если прошлая Acer не зашла вам по каким-то причинам, можете рассмотреть вот такую компактную малышку. Redragon Fizz. Очень милая с виду клавиатура всего на 61 клавишу. Возможно, заполнять тонны документов цифрами на ней будет не так удобно, так как нампад вышел из чата вместе с рядом эфок. Но для игр самое то. В нее установили переключатели той же фирмы OutYemu, но только они не синие, а коричневые. А коричневые отличаются тем, что они щелкают так громко. Это скорее тактильные свечи, которые дают точное понимание о нажатии, какое усилие приложить, когда отпустить. Поэтому, если прошлая Acer отпугнула вас своим тайпингом, то можете рассмотреть эту Redragon. Тем более, что она поддерживает горячую замену переключателей. При желании вы просто можете купить комплект свечей и легко устанавливать вместо коричневых OutYemu. Без всякой перепайки, просто всунул, высунул. Что-что, а ход-свап в настолько бюджетной клавиатуре я редко встречаю. Еще понравилась комплектация. В нее входят дополнительные кейкапы, которыми можно разнообразить дизайн клавиатуры. На случай, если уж совсем надоест просто белая клавиатура. Конечно, все капы сделаны из самого простого ABS пластика, как и корпус. Но при использовании клавиатуры жаловаться не на что. Если намеренно руками не скручивать, то никаких скрипов и люфтов не слышно и не видно. А вот на первое место я поставил Vortex K680. Первый вопрос вполне логичный. Что за зверь такой? Если об Acer и Redragon большинство наслышано, то о каком-то Vortex вряд ли. Но углубляться в происхождение бренда, его деятельность и принципы, думаю, мало кому интересно. Если клавиатура понравится, можете сами все погуглить. Но просто заспойлерю, что клавиатура-то действительно не промах. Как видите, она такая же маленькая, как и прошлая Redragon. У нее также нет верхнего ряда эфок и нампада. Хотя в целом есть отличия. В общей сумме можно тыкать на 68 клавиш и крутить один роллер, регулируя ту же громкость или подсветку. Плюс отдельно вынесены стрелки. Для кого-то это очень важный параметр. Особенно если вы работаете с кодом, документами, текстами. Ну или любите играть в игры на двоих. В качестве переключателей здесь стоят TNT Yellow.
уже классом повыше, если сравнивать с Outemu. Плавные, мягкие, тихие свечи для тактильного приятного гейминга, не требующие особых усилий для срабатывания. Причем тоже есть hot swap. При желании можно и легкого кастома накинуть. Но больше мне понравилось то, что здесь уже с завода установлена хотя бы какая-то базовая шумо- и виброизоляция. Поэтому тайпинг приятнее и чище, чем у прошлых двух позиций. Кстати, о подсветке. Прошлые участники в этом плане очень печальными были, даже упоминать про это не хотелось. Ну, что можно сказать про обычную радугу? У этой же клавиатуры поддерживается целых 30 режимов. Светится разнообразно и ярко, атмосферу создает. Но вот тонкую настройку, например, того же свечения одной определенной клавиши, реализовать нельзя. Это уже прерогатива более дорогих клавиатур. Кстати, на этом моменте можем как раз плавно к ним перейти. Рассмотрим лучшие модели до 10 тысяч рублей. Тут тоже 3 позиции, последняя из которых за Red Square KRX Classic. Вообще, у этой клавиатуры множество вариантов исполнения, которые отличаются свечами, дизайном и расцветкой. Но я решил ничего не выдумывать, просто остановился на классическом универсальном варианте в стиле ретро. А там уж, если захотите, можете выбрать себе какие-нибудь варианты поинтереснее. Клавиатура сама по себе простая, ничем интересным ее не оснастили. Также базово подключается по USB разъему, не имеет в комплекте подставки под запястье и так далее. Но при этом в сравнении с прошлым сегментом клавиатур тут ощущается явное улучшение по материалам. Даже колпачки сделаны из ПБТ пластика, за счет чего не будут стираться и засаливаться. Ну и корпус также крепкий, добротный, с металлической пластиной на фронтальной части. По тайпингу также особо придраться не к чему, по крайней мере, если до этого вы не пользовались дорогими кастомными клавиатурами. С завода обильно смазаны стабилизаторы и приложена шумоизоляция, поэтому во время печати нет никакого постороннего шума, звона и ощущения песка. Плюс тут стоят желтые гатероны. Это довольно тихие и легкие для нажатия переключатели, которые подойдут для работы. Для гейминга обычно берут какие-то щелкающие громкие. Эти же спокойные, тихие, приятные для ушей. Также отдельно выделю ПО. С официального сайта можно скачать приложение, с помощью которого можно настраивать клавиатуру, запрограммировать клавиши, создать макросы, выставить режим подсветки. В общем, есть возможность сделать все красиво и удобно лично для себя. На второй строчке Keychron K3. Очень интересная и универсальная клавиатура. Тоже впечатляет разнообразием. На официальном сайте есть подробный конфигуратор, в котором можно собрать клавиатуру на свой вкус. Отдельно выбирается подсветка, свечи, наличие шумоизоляции, смазки и даже раскладка с русскими буквами. Я выбрал модель, которая, как по мне, получается универсальной. На ней и играть в кайф, и с текстом работать, и просто ежедневно пользоваться тоже сплошное удовольствие. Клавиатура довольно компактная, причем низкопрофильная, то есть клавиши больше смахивают на ноутбучные. Для этого здесь стоят специальные низкопрофильные фирменные свечи от Keychron. Они, как на ноутбуке, имеют более короткий ход, легче нажимаются и меньше шумят. Изначально тут стоят коричневые, универсальные переключатели. Но если так хочется чего-то погромче, по ссылке в описании можно выбрать и красные. Вообще клавиатура еще поддерживает hot swap, но тут тоже надо понимать, что абы какие свечи не подойдут. Нужны также специальные низкопрофильные, поэтому имейте в виду. Также понравилось, что клавиатура может подключаться еще и по Bluetooth. Для игр это вообще не актуальная тема, так как задержка будет мешать. Но вот для работы очень удобно. А для игр можно уж и по проводу подключиться, чтобы наверняка. Специально выбрал клавиатуру на белой LED-подсветке. Как по мне, очень минималистично выглядит. Да, и все-таки не всем нравятся яркие RGB-елки. А там уже в ПО можете настроить какие-нибудь эффекты. Ну и запрограммировать, само собой. Стандартный функционал в общем. На первое место я поставил Epamaker TH80 Pro. Эта клавиатура, как я считаю, лучшее, что можно взять, если в кармане до 10 тысяч рублей. Уверен, что большинство из вас о ней слышат впервые, точно так же, как в случае с Vortex. Но бояться в ней нечего, поэтому не сомневайтесь и покупайте эту клавиатуру, невзирая на скромную известность бренда. Во-первых, тут поддерживается сразу 3 типа подключения. По проводу USB, по Bluetooth и по радиоканалу 2,4 ГГц через донгл. Скажу сразу, что играть в шутеры по беспроводному подключению через Wi-Fi так себе идея. Задержка хоть и не критично, но если для вас соревновательные игры в приоритете при выборе клавы, то тогда лучше подключаться по проводу. Хотя для каких-нибудь лайтовых аркад еще можно попробовать, но уж точно не через Bluetooth. Поэтому для работы можно использовать беспроводные способы подключения. Но для игр не стоит. Вся клавиатура сделана из пластика. По ощущениям, этот пластик прям всем пластиком пластик. Кейкапы из ПБТ. Чуть ли не единственный металлический элемент — это вот этот красный роллер. Сама по себе клавиатура около компактная. Уже какой
такой раз в рейтинге 80% формат. А что, 80 кнопок вполне достаточно для решения большинства задач. Поэтому зачем занимать лишнее место на столе нампадом, которым пользуешься раз в год? Остальные же кнопки имеют под собой желтые переключатели Gateron Pro. Это линейные свечи с тихим откликом, средним ходом и силой срабатывания. В общем, к их работе не придраться. Тайпинг чистый, приятный ушам, не раздражающий соседей. Подойдет для игр и для работы. На этом заканчивается подборка клавиатур стоимостью до 10 тысяч рублей. Теперь давайте перейдем к самому жирному сегменту, до 20 тысяч рублей. Тут остается 4 строчки. На последней Razer Black Widow V3. Клавиатура, о которой точно слышали многие из вас. По крайней мере, Razer уж не нуждается в рекламе, почему никого и не нужно убеждать в надежности бренда. Хотя к Razer Black Widow у меня отношение двоякое. С одной стороны, клавиатура получается действительно неплохой. С другой, как раз в том и проблема, что просто неплохой. За такой ценник, а это около 15 тысяч рублей, опытный пользователь может ожидать большего. Тем более, что такую механику мало кто покупает в качестве первой. В общем, как по мне, просто оверпрайс. Поэтому она и стоит на последнем месте в своей категории. Но все равно не стал списывать ее со счетов. Есть в ней что-то классическое, геймерское, что так любят многие игроки. Поэтому рассмотрим ее детальнее. Два вида переключателей на выбор. Линейный желтый и кликающий зеленые. Несмотря на отличия, оба громкие. Тайпинг тихим, ну никак не назвать даже на желтых свечах. Тут дело в никакой шумоизоляции и гремящих стабилизаторах. В общем, даже мелкой разницы между ними не вижу. Печатать на клавиатуре легко, приятно. Играть тоже. Поэтому какие свечи больше нравятся интуитивно, на тех и останавливайтесь. В остальном полноценный размер на 104 кнопки с дополнительным роллером. Хорошие ABS-колпачки, пластиковый корпус с металлическим фронтом. Все это ощущается на твердую четверку. Нет никакого вау-эффекта, присущего дорогим клавиатурам. Эстетики можно разве что добавить с помощью подсветки. Тут уж над ней поработали как ни над чем другим. Поэтому в ПО играться не наиграться. Намного больше мне импонирует вот такая Dark Project KD87A. Не стареющая классика, которая уже не в первый раз попадает в рейтинги клавиатур. Дорожает, правда, со временем, но что поделать. В ней стоят уникальные переключатели Gateron Captil. Это линейные свечи с мягким, тихим и плавным ходом. Они сразу поставляются полностью смазанными. Можно свободно играть ночью и не бояться разбудить сожителей. Но что понравится каждому, так это шумоизоляция. Она гасит все лишние шумы и бренчания, которые могут возникать при нажатиях. Даже пробел и то отдельно внутри зашумлен. Ничего не цокотит и не грохочет прямо из коробки, поэтому вся концентрация только на качественном тайпинге. Кикапы тоже дискомфорта не доставят. Стандартные кепки из приятного на ощупь ПБТ пластика. Подсветка ярко светит даже через толстые стенки и легко настраивается с помощью программы. Кнопки тоже программируются. Все как обычно. Формат клавиатуры плюс-минус универсальный. 87 кнопок хватит для любых игр и в целом любых задач. Как вы заметили, Dark Project сделал упор не только на очевидные составляющие, но и на детали. Сделали ставку на максимальную концентрацию во время игры за счет неотвлекающего тайпинга, строгого взрослого дизайна в минимализме. В минус добавлю единственное – подключение только по кабелю. Ну, никак не захотел производитель сделать хотя бы один беспроводной источник. Однако клавиатура и с этим учетом получилась реально классной. На фоне прошлой Razer здесь ощущается более приятное нажатие, более сбитая сборка и в целом материалы. Но да, выглядит Dark Project поскромнее. Но тут уж кому что. Еще один шикарный вариант, похожий на прошлую позицию. Warmila VA87M. Это тоже не что-то подобное какой-нибудь Razer Widow или Logitech. Это чисто фанатская клавиатура, которая сначала влюбляет себя внешним видом, а потом добивает тайпингом. Реально стильный и неповторимый дизайн кикапа с принтом, качественно нанесенным сублимацией. Скажу сразу, радужной RGB подсветки здесь нет, но, как по мне, это тот случай, когда просто белое свечение подходит к клавиатуре намного сильнее, как в случае из Keychron 3. Сами кейкапы и весь корпус клавиатуры, кроме фронтальной части, сделаны из шероховатого ПБТ пластика повышенной износостойкости. Ну а внутри корпуса для лучшей прочности предусмотрена металлическая пластина. В этом плане все продумано. Под кейкапами стоят свечи, как мне кажется, самые классические, надежные, которые уже давно завоевали авторитет на рынке механики. Cherry MX Red. О них и сказать нечего. Просто чистый, тихий, линейный тайпинг, без посторонних звуков. Да, здесь нет функции хот-свапа. Нет даже альтернативного способа подключения, но эта клавиатура в большей степени фанатская. Тот, кто ее покупает, уж точно знает, что никакие переключатели не помешают ему пользоваться.
Ведь здесь все удовольствие кроется именно в комплексных деталях, которые так и затягивают. Чувствуется какой-то особенный характер у клавиатуры, которого нет у всех остальных. И играя на такой Вармила, вы можете быть уверены, что в этой катке вы тот, кто подошел к выбору с максимальным креативом и любовью. И это не говоря уже о рабочих моментах. Но на первое место рейтинга я решил поставить модель, которая больше про рациональный подход. Newfie Air 96. Это беспроигрышный вариант, который просто берешь да пользуешься. Все-таки мало кому интересно, что там за Вармила, чем славится и чем так хороша. Тем более проверять все это за свои деньги. Клавиатура на 96 клавиш, вроде и немало, с большими стрелками, полноценным рядом эфок, но на столе лежит компактно, много места не занимает. По материалу я бы просто сказал, что здесь используется пластик лучшего качества. Словами все равно не передашь, какие тактильные ощущения передаются во время тайпинга. Такая шероховатость, приятная монолитность. Поэтому просто для понимания, что лучше уж вряд ли можно найти. Ну, разве что собирать кастом клавиатуру из разных элементов. Но там и стоимость легко превышает 50 тысяч рублей. А здесь все в сборе, сами понимаете. Единственное уточнение. Форма кейкапов. Это нестандартный низкий NCA профиль, чем-то схожий с Keychron K3, поэтому и переключатель сюда установили соответствующие низкопрофильные коричневые катероны. Уж они обеспечивают приятный тайпинг. Ну и вдобавок Hot Swap, чтобы на будущее иметь задел на апгрейд. Ну и как без проработки шумоизоляции, виброизоляции, даже вплоть до мелочей. Силиконовые вставки под пробелом. Поэтому печатать и играть в этой клавиатуре в наушниках, ну как-то не по-христиански. Плюс здесь на борту все 3 способа подключения. И радует то, что задержка на всех минимальна. Поэтому даже в шутерах можно подключаться по беспроводу и играть без лютых провалов. А уж для печати и работы тем более никаких проблем не будет. Поэтому эта Newfie Air 96 уж точно не зря занимает свое первое место в рейтинге лучших механических клавиатур. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставлены в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.